Так, друзья Джон, здравствуйте. Я думаю, и у нас погода такой солнечный, такой красивый погода, что пришлось мне делать новый хороший вкусный рецепт для вас, показывать, как это делается, и представить. У меня хороший подарок есть сегодня, очень хороший подарок. Хочу представить это мою красивый подарок и делать. Вот сейчас скажете, что это? Вот это сейчас я вам покажу. Вот фирма Lavna. Это по-армянски будет хорошо. Лавна это на армянском. Лавна. Хорошо. На переводе будет хорошо. Этот аппарат лепит кебаб. У кого не получится лепить кебаб, теперь, если будете покупать такую вещь, ну, ссылка будет в описании, я вас выставлю. И будете купить и иметь все без проблем. Но это будет видно, как это делать. Так, ширина для этого... Для шампуров, что шампур сюда вставляется. Так, вот мои шампуры лучше. Мои у Жоржа, шампура у Жоржа. Вот. Ширина должна быть от 17 до 20 мм шампур, чтобы сюда поместился. Ну, это в конце покажу. И вам все покажу, как это работает, эта штука. Вам надо видеоролик посмотреть от начала до конца, друзья Джан. Так что спасибо друзьям, что такой классный подарок меня дали. Ну, как буду работать с этим, я вам покажу. Так, у меня сегодня два рецепта будет. Два кебаба. Кебаб из картошки. У меня 1,5 килограмм картошка и 150 грамм свиное копченое сало. Картошку надо отварить до полуготовности. Не до конца, до полуготовности. Потом прокручивать на мясорубку. Это раз. И у меня баранина ребрышки, да, друзья? Смотрите, какие красивые ребрышки. Почти 3 килограмма. Такие красавчики у меня. Я сейчас ребра буду убирать, ребра сниму, буду измельчать и тоже прокручивать на мясорубку, друзья Джан. Это ребрышки. Да, немножко время занимает для меня. В этом, чтобы все классно снимать, вот так. Короче, так и буду снимать, измельчать, все буду рубить, друзья, потом вам покажу, как буду крутить на мясорубке и все, это в сторону. Все, я буду работать дальше. Мясо, я сказал, у меня баранина, да, из баранина, если у вас слишком жирный, тогда жир не надо добавлять. Но у меня он не такой жирный, я добавлю, у меня получился общий итог 2,5 килограмм, и на каждый килограмм я добавлю 100 грамм говяжьего жира, да? Впервые делаю с говяжьего жира. Очень хотелось бы курдюк туда добавить, но курдюка нету. Курдюк нету. И все, измельчаем говяжий жир. На каждый килограмм баранина приготовим. Я уже приготовил 100 грамм лука, цибулька. Так, друзья, теперь буду прокручивать, 2 раза буду крутить. Потому что на эту машинке надо, чтобы мясо было очень мелкое, чтобы хорошо держался. И у меня на мелкие решетки. Хорошо, да? И все, поехали, друзья, Джон. Так, друзья Джон, я забыл, да? Это 2 перца. Кто кушает, будет бегать. Бомбический, острый такой, с моего огорода. Буду прокручивать тоже в мясорубку с фаршем. Я уже 2-й раз прокручиваю. У нас все получилось бомбический такой. Красивый цвет. Целовать хочется такой красивый фарш. Все, друзья Джон, поехали дальше. Мне осталось чуть-чуть. Так, друзья Джон, мясной такой красавчик. Фарш у нас готов. Так, знаете, что мы сюда будем добавлять? Ну, соли естественной. Кто скажет, на каждый килограмм 1, 2, да? 3, 4 и 5, да? У нас 2,5 килограмма тут уже. Но лук не считаем. Ну, чистое мясо. Так, еще что добавляем?
Конечно, черный перец молотый. К баранину много специй не надо, друзья. 2 чайные ложка и чуть-чуть половина. И можно даже... Я вообще не хочу к баранину добавить много чего-то. Баранина должен иметь черный перец и соли. Все, хватит. А кто хочет по вкусу добавлять что-нибудь, какой-нибудь спец, ореган или базилик или чебрец, пожалуйста, добавляйте, нет проблем. Я не буду. Теперь надо это все хорошо перемешивать и оставить. Не надо в холодильнике, даже потому что эту машину он будет, не надо, чтобы холодный был слишком. Это новый способ приготовления теперь. Перчатки маленькие у меня, блин. Какой классный фарш, друзья. Ох. Знаете, этот фарш должен быть немножко не твердый. У меня мясо был холодненький. Сейчас в холодильник не буду вставлять. 2-3 часа он будет все уже тепленький станет и надо пойдет приготовление. Да, я туда добавил 2 острые перец чили. Не отказываюсь, чтобы вкусно был, друзья. Острый был. О, друзья, все, мясо клеится. Хотя бы минут 10 хорошо перемешивается. И вот так он должен держаться очень хорошо. Даже если нет такой аппарат на простых шампурах, как лепить кебаб, это вам нужен, да, друзья? А сегодня у нас особенное приготовление. Кстати, я баранину первый раз готовлю на мангале. Кебаб. Это теперь в сторону, друзья Джан. Пусть отдыхает мясо. Все, у нас базаров нету. Все, фарш готов уже, друзья Джан. Так, друзья Джан, теперь картофельный кебаб. Ну, картошка у нас отварная уже на 60%. 60%. Потому что он должен быть внутри немножко серовато, понимаете, чтобы хорошо держался. Теперь надо измельчать все это. Я сказал, на каждый килограмм, у меня 1,5 килограмма, на каждый килограмм 100 грамм сала нужно добавить, даже без сала тоже будет держать на этом аппарате. Так что вот так. Но главное, чтобы картошку не варить до конца. Если варить до конца, все, конечно, уже не будет держать. Так, друзья, теперь один раз будем на такой же мелкой решетке, там сколько там, 4 миллиметра или 3, будем прокручивать картошку с салом вместе. И все, потом добавим специи, то, что нам нужно по вкусу, и все, лепим кебаб. Посмотрите, картошка у нас готов. Один раз прокручивал и все. Добавляем сюда перец, красный перец молотый, копченый у меня, он хорошего вкуса, 1,5 ложки. На каждый килограмм 1 чайная ложка. Но у меня как 1,5 килограмм, значит 1,5 чайной ложечка. И много не надо сюда, 1 чайная ложка черного перца для вкуса, конечно. И 1 и 2. 2 столовые ложки, пищевая. Пищевая, чайная ложка этого соли. А еще у меня есть тимьян. Вот надо тимьян измельчать теперь. Прямо рукой. В картошку тимьян это очень хорошо. Даже когда будете готовить пирожки, тимьян, пользуйтесь тимьяном или чебрецом, это дает очень вкус, да, очень-очень. Вот так прямо и все, что мучиться. Я это из Чехии привез еще. Все, это все остальное мы уберем, друзья. Такой запах, друзья, тимьян, да, и в картошку тоже. Вот так, протираем и в картошку. Получим вкусные пирожки сегодня. Не пирожки, а остаток можно пирожки делать. Посмотрим, сколько шампуров будем лепить. И что, друзья, понеслось. Перемешивать хорошенько. Он уже клеится, уже держит, уже. Видите, потому что полувареный там хорошо держится. Все.
теперь начинаем приготовление. К этому штуку лавна. Лавна это переводится хорошо. Есть инструкция. Ну, инструкция в сторону. Вот эта штука пресс, да, видите, тут такая каучук есть к нему. Перед тем, когда уже начинаете работать, каучук вот сюда оставляйте, он должен тут стоять. И вот одевайте на месте, и все, он готов. И еще мы его аппарат подключаем к сету. Теперь у нас тепло на улицу, градусов 20, тут есть нагреватель, видите, регулаж. Я поставил на 50, наполовину. Но если будете делать на улицу и холодно у вас, он должен стоять на 100, да, 100%, чтобы холодно не помешал. И вот тут температура показывает 75, ну 75 градусов или сколько, он тепло, действительно так и есть. Он, чтобы, когда будете лепить, чтобы он не держался мясо. Теперь что надо делать, друзья? Надо, все, что еще важно для вас? Вот это. Мясо ровно 1 килограмм на 5 шампуров идет. Сюда заправляем мясо, я вам покажу. Оставляем 1 сантиметр отсюда. Мясо до сюда заправляется. Там ровно 200 грамм идет. И под пресс. И все. Шампур выходит. Ну, вы уже ждете, какой он красавчик будет. Я вам покажу сейчас внутри, какой он красавчик. Он теплый уже. Я подключил к сету, потому что меня уже надо лепить шампур. Шампура прошел уже 2 часа, как я мариновал мясо. У меня гранатовое вино. И вот граната, и вот вино. На здоровье. Кайфовый аромат, вкус. Вот так, берете шампур у Жоржа, шутка. Вот так, шампур так вставляете. Это задвижка, да? Видите, да? Вот это так плотно до конца закрывается. Он уже аккуратно идет сюда. Резинка уже на месте. Аккуратно идет сюда. И пресс. Потом вот так открываем, друзья. И наш красавчик уже выходит. О! Но это дырки, все, остальное все хорошо. Даже у меня чуть больше, чем 200 грамм, потому и выскочил по бокам. Но это не имеет значения. Все, красавчик, друзья. О, друзья, видите, как красиво выходит. Такой стандарт я сам не видел, впервые вижу. Спасибо, братан Джан. До конца надо нажимать, друзья Джан. И задвижку тоже до конца надо закрывать. У меня шампура у Жоржа 6 штук только есть, остальное у меня мои старые шампура, и мои старые друзья это шампура. Вот так. А промывается это очень легко, да, друзья? Все, это отдельно снимается, вы уже видели, отдельно снимается. Все, и аппарат можно промыть аккуратненько, почистить и положить в сейф. Такой аппарат надо в сейфе держать. Все, ровно с 1 килограмма у нас получается 5 шампуров вкусного, хорошего кебаба. Пока не открывать, это не надо обратно тянуть, друзья. Просто надо открывать, снимать кебаб. Ох, красавчик. И что? Поставить уже второй шампур.
Вот так, столько оставляется и хватит. Даже чуть больше надо снимать. Кто будет иметь такой аппарат, не пожалеет. Вот, вот, друзья. Джон, все, высыпаем угля. У нас готов. Вот твой красавчик сегодня. Я очень рад за это. Вот так. Опля. О, друзья, все какой красиво получается. Из баранина будет очень вкусно даже, очень. Все, красавчик. Жарится. Жир, все на месте, классно получается у нас. Друзья, Джан, теперь приготовим лаваш сюда. Сюда подсыпаем лук с зеленью, это обязательно всегда. Лаваш такой красивчик. Так, Аня Джан, сегодня с Анечки я буду пить 50 грамм вино. Все. Как красиво, друзья, сейчас смотрите, как красиво. Так что приобрести такую машинку вам это уже легко. У кого не получается лепить кебаб. И что важно, когда пресс, на машинке делаешь, он делает такой хороший пресс, и кебаб никогда не падать не будет. Это невозможно, чтобы падал. Ну, делайте по размеру, хорошо нажимайте туда. Друзья, сделайте, у кого, кто хочет иметь такой аппарат, чтобы лепить кебаб, сделайте четко, 200 грамм, не меньше, чтобы когда пресс дает, он наполнится весь шампур по размеру, и все. Он все у вас получится четко уже. Вот уже. Друзья, приготовьте сливочное масло уже. Уже сливочное масло нужен тут. Сливочное масло, чтобы это для чего? Для картошки, для кебаба. Вот так. Режем вот так. Даже кто любит, может делать с чесноком. Я однажды вам покажу. Запомню, чтобы хороший видеоролик сниму, покажу, как делать вкусное сливочное масло с чесноком со специей. Приготовил лаваш, чтобы снимать кебаб из шампуров. Ох, какой красавчик получается. Видите, какой он красавчик. Все, друзья, Джан, все отлично. Думаю, вам понравится такой вариант приготовления кебаба. Теперь я шампура поставлю по бокам тоже, сбоку тоже, вот так, чтобы по бокам тоже пожалуйста. Ну, это уже для меня достаточно. Друзья, знаете, иногда я в комментариях читаю, сколько минут. Время тут все, 10 минут, да, занимает. А так, смотря какое мясо вы жарите. То, что я скажу, время мое приготовления, да, 15 минут. Может, у вас не то мясо, не такое же мясо. Так что надо посмотреть. Вот как он жарится, вот так уже. Через 2 минуты это красавчик уже будет на столе. Все красиво. Лавна Джан, очень хорошо, Лавна Джан. Лавна фирма, да? Фирма. Так что ссылка будет в описании, друзья Джан. Приобрести вам это легко. Тем более, кто живет везде. Короче, отправка везде. Причем тут кто где живет. Это знак, что у нас гости будут, да? Да, Аня Джан? Мы гостей не боимся. И так аккуратненько снимаем кебаб. Опля. Раз. Вот всегда зад вперед и потом снимайте шампуров, чтобы кебаб не поломался у вас. Хорошо, переворачивай, Аня Джан, а я чуть-чуть. Вот это уже полностью красный стал. Ребята, друзья Джан, у меня внук рядом, извините. Внук любит играть возле меня всегда. Ох, как шипит, как шипит. Как классно шипит, друзья Джан. Опа. Даже такое масло с чесноком по вкусу можно помазать на кебаб. Он будет более блестящий и более вкусный получится. Теперь
Самолет летит, это очень хорошо. Подсыпываем луком и открываем лавашом. Сюда, так. Друзья Джан, вот мои шампура, я сказал еще раз, да, у меня всего 6 штук, да, дома, именные шампура. Друзья Джан, когда достаете из шампуров, да, сразу туда воткнем сливочное масло, да, вот так, всегда оторвем, если, конечно, отрываем, чтобы наш кебаб целиком вышел, да. Все, бомба получается. Друзья Джан, теперь сливочное масло с чесноком. Все, он уже туда пойдет. Кебаб без картошки, это очень вкусно, очень даже вкусно, очень, друзья Джан. Все. Можно с двух сторон положить. Все. Видите, он идет. Уже пошел. Друзья Джан, я люблю работать руками. Пожалуйста. Меня часто пишут перчатки. Ну, перчатки, понимаю. Это мы для себя готовим же. Если будет ресторан, для ресторана приготовлю, тогда буду в перчатках. Тебя вино розовое и меня. Сегодня саночки будем пить. Так, давай, Аня, я тебя угощу первую закуску. Кебаб, который ты хочешь? Такое мясо. Мясо, и, конечно, мясо. Картошка это же не мясо. Ух. Зелень хочешь, Аня? Чуть-чуть. Чуть-чуть зелень, да. Пожалуйста. И себя я. Я вот этот возьму, потому что этот хлеб самый лучший. Впитывался в масло, с маслом. Вкусно, Аня? Даже очень вкусно. Так, друзья Джан, у меня тут на столе аджика. Аджика у меня на канале есть, как готовить вкусный аджику, очень вкусный. И баклажановая икра. Баклажановая икра я не готовил. Это лахмамаджан точно. Это очень вкусно. Почему? Потому что надо готовить хороший фарш, друзья Джан. Готовьте по рецепту, у вас тоже получится то же самое вкус. Вкус будет. А то, что у вас больше падать не будет кебаб, это точно. И красиво получится точно. Ну, шампура я вам скажу. Надо иметь хотя бы минимум 17 миллиметровой шириной шампура. Чтобы кебаб хорошо держался. Посмотрите на шоп, у меня тоже приобрести хорошие шампура. Но для кебаба шампура пока нет. И что вам хочу сказать, друзья Джан. Анджан, ну как, тебе понравился? Очень даже. Да? Вкусно, да? Друзья Джан, спасибо вам большое. Пишите в комментариях, как вам понравился этот красавчик видеоролик. Все это понравилось. Аня Джан, желаем нашим друзьям всего хорошего, мир, доброта, голубое небо, то, что у нас всегда, чтобы было всегда у всех. И приобрести такой красавчик фирма Лавна, аппарат для кебаба, чтобы хороший вкусный кебаб лепить и красивый. Ссылка в описании. Так что без проблем. И, пожалуйста, от Джорджа, чтобы у вас была скидка. Всего вам хорошего. Немножко. Ну, конечно, картошку без хлеба. Картошка это уже хлеб. Очень вкусно. Тем более в конце, когда туда масло в дырку заправляется, это очень вкусно получается.